A generation of Russian youth is being destroyed by methadone, a cheap synthetic drug. It's dangerously addictive. I've been following the methadone chain. From criminals who traffic the chemicals it's made of, to the young people whose lives are being devastated by it. Мы идем за закладкой. Мне просто весело. Все, что плохо лежит, ты должно быть В наших ничьим. Ну, это называется шкуринг, шкуроходство. Это когда ты ходишь определенные места, где могут быть закладки, ходишь, и если находишь, вот забираешь. Ну, смотреть, где они лежат. This is Oля. I've grown close to her over the last year as she has struggled with her addiction. Вот, знаете, если взять бычок и начать тушить его об себя, будет дырка. И вот он также просто он выжигает это все. Это беспощадный наркотик. Это кажется, типа, мефедрон — это легкий наркотик, там я сейчас понюхаю в клубешнике, а потом не пофиг. Нет, а потом я буду приходить в этот клубешник, чтобы найти этот мефедрон. Taking meth or meow can make you feel euphoric, sensitive to touch, and sexually aroused, but can also cause severe addiction that leads to paranoia and serious health effects. In Russia, even possessing a small amount can lead up to 10 years in jail. I have been investigating drugs for the last half-decade. I have watched the explosion in teenage narco-blogs, social media accounts where they chronicle their drug life. More and more teenagers are on methadone. This is Valerie from Moscow. She has been an active drug user for the past several years. This is Vika from Yekaterinburg. At 14, she was already injecting. By 16, she was dealing. And here is Oля. Her blog immediately stood out. From the beginning, I could see she had no illusions about her dire situation. Oля is from the working-class suburbs of Moscow. She started using at 15. 2 years later, she was in rehab. Салют. Всем привет! С вами Оля Димитролова. Это мой прямой репортаж. Сегодня у меня день рождения, я отмечаю свое 17-летие абсолютно трезвой. She agreed to talk to us when she got out, but by the time we met, she was back on drugs. She was still willing to share her story so that other teenagers could learn from her mistakes. В сумке у меня обязательно должны быть влажные салфетки. Ну, косметика, до хрена косметики, шприцы. Очень важно. Я вот почему не даю свои вещи, потому что шприцы. Вообще, после первого года употребления мефедрона я очень часто задумывалась о том, что у меня есть проблемы. Ну, то есть я очень много нюхаю, достаточно часто. Допустим, там я могла... Вот в неделе 7 дней я могла там 4-5 дней просто нюхать. Страшно, ужасно очень. Мне было 15 лет, у меня был мальчик, ему было 19. И он знал, что мне 15, мы с ним встречались. Вот он за мной зашел, мы вышли как бы гулять, но мы вышли буквально там в соседний подъезд. Там еще были его друзья. И он мне просто берет, вот дорожку на экране, и говорит: на, нюхай. Вспышка резко, полностью, бессознательно. Вот. То есть я смотрю, допустим, вокруг себя, и я могу не понимать, что происходит, где я, кто я. И потом как бы приходишь в себя, начинается вот эта общительность, начинается эйфория. Опять всех любишь, вот эта жизнь красками играет, и вообще все круто. Я думала, что я ближе с ним буду,
что я смогу понять какие-то его проблемы, что он мне расскажет. Она пришла. Пола сейчас реально тебя вспомнит. Прекратила, в принципе, появляться в школе. И я просто начала тусоваться. Волна пошла мефедрона. Прям, тусовки, клубы, подростки. А его, как правило, если уже начинаешь нюхать, все. Это постоянно надо нюхать. А когда его, нету мефедрона, он заканчивается как бы действие, там не спишь, не ешь, вообще, может, сутками не есть, не спать. Все очень плохо. Хочется умереть, правда. Основные резиденты – это поколение Z. Это люди, рожденные с 2000 года. Лет в 11, в 12 они начинают пробовать наркотики. И годам к 14 они встречают основной наркотик. И часто это бывает мефедрон, который раскрепощает, делает тебя богом, и у тебя нет никаких трудностей вообще. Проблема в том, что от этого умирают. Дорогие мои, такой вопрос. Как вы добывали себе вещества, когда были в употреблении? Если вы можете вспомнить истории. Частенько приходилось, общаться с людьми, они мне не нравились. Я знала, что у них есть наркотики, и можно было просто пообщаться и угощают. Иногда не совсем просто пообщаться. Приходилось дальше опускаться на дно, мне приходилось грабить квартиры, вход, все. Я боюсь той темной части, которая во мне есть, потому что знаю, что она очень на многое способна. Я много лет взращивал этого внутреннего наркомана, и он способен на много, способен везде выжить, In Russia, drugs can be bought and sold online, as easily as trainers or a laptop. Dealers trade on the darknet, a hidden network on the internet. You choose your drug, pay, and pick up your drugs from a stash, a few meters from your home. Everything is contactless. Buyer sees no seller, seller sees no buyer. Первый раз, когда я шел за закладкой, как раз был этот лес. Мне было очень страшно на самом деле. Я пришел, была тоже зима, все усыпано снегом. Там лежал 1 грамм крэка, белой изоленте. Маленький такой треугольник. Лежал прямо в снегу. Когда я устроился курьером, мне было 15 лет. Тогда были тяжелые такие семейные обстоятельства. Хотелось заработать побольше денег и уехать жить на Мальдивы. Но легально вообще никуда на работу особо не берут 15-летних. А ребята из Даркнета берут, оказывается. By the time I met Maxim, he was 17 years old. By then, he had climbed higher up the ladder in the drug business. We've changed his name and his voice. I found him after trolling through dozens of social media accounts. I was looking for a cook or a chemist, one of the people who make methadone in underground drug labs. I asked him, why methadone? Мефедрон – это самое легкое, что вы можете приготовить на данный момент. Как собрать из лего дракона? Так и здесь, у вас по инструкции. Вы соберете из веществ, из реактивов мефедрон. У вас же в коробке лего нет лишних деталей. Так и тут нет лишних деталей. Several months later, when Maxim was in trouble, he sent me his diaries. They opened up a side of him that he had kept hidden from me. Cartoons, diagrams of chemical reactions. Like his blog, he called himself Mandragora, a magical plant in the Harry Potter books. The diaries also recorded his fears and nightmares. This is how he describes his first time making meth. He accidentally inhaled poison gases released by the chemical reaction. Мое тело горело. Глаза отказывались открываться. А нос больше не мог дышать.
Я все выбросил и выбежал на улицу. Начал блевать, не мог встать, голову ломило. Я думал, что умру. Maxim also had a straight job. He worked as a sous chef. He said having a legal life helped him not to go crazy from drugs and stress. Мой рабочий день был устроен вот так. Были дни, когда мне надо было выходить на завтраки. В 8 утра я выходил на работу поваром, работал до 12. Приходил домой, мылся, кушал, закупал много-много энергетиков и запускал реакцию бромирования. У меня стоял большой стол в зале. На столе располагался такой собранный реактор, по сути, ручной. Сидел рядом, пил кофе на расслабоне. Спать нельзя было. То есть в 12 часов запустил процесс, в 7:30 закончил его, поставил вес на сушку. И к 8 утра я возвращался на работу. No one knows exactly how many teenagers are addicted to methadone. I commissioned research into the number of reviews people left after buying drugs online in 1 month of 2024. At a conservative estimate, that number translates into more than 700,000 methadone purchases a month, or 8.4 million a year. Every third purchase of drugs on the Russian darknet is methadone. Очень часто снились сны, когда меня задерживают и везут в тюрьму. Эти сны были раз в неделю. Я тогда ночью просыпался в холодном поту, начинал мефедрон выкидывать в туалет, смывать, все замывать, выкидывать колбы, разбивать их. Тогда я понял, что по-любому сяду. И тогда я попытался бросить. Ну, давайте поговорим. Вот. Микрозаймы, конечно же, были периоды, когда были микрозаймы, кредитные карты. Я был прекрасным актером, я мог плакать, когда мне нужно было плакать. Я мог похоронить своих родителей, когда мне это нужно было. Я мог сделать все вообще. Люди за наркотики, они тебе и ремонт сделают, и еду, и все, что на свете. И машину толкнут и помоют. Сколько я предложу, все равно согласится. Если человек на стену уже лезет, он не может не согласиться. Это самый простой ему вариант. Особенно, когда перед ним лежит молодой. Блин, я не хочу больше, не пойми, где просыпаться, непонятно, вот эти непонятные люди. Что-то вот, короче, когда меня трогают, я не хочу. Мне хорошо, чтобы спокойно было. А там неспокойно, там грязно. Synthetic drugs are gaining popularity all over the world. Fentanyl in the United States, methamphetamines in Southeast Asia, and in Russia, methadone. The reason for that is simple. Synthetics are cheap and easy to produce. Сколько волка не корми, он все равно в лес будет смотреть. А все, кто занимались наркоторговлей, никогда не вернутся к обычной жизни. Ну, люди становятся более животными. I wanted to climb higher up the darknet ladder. Maxim introduced me to Dan. He says he's under 18 and he has been dealing drugs for years. I talked to Dan for months before he agreed to meet, outside Russia. We have also changed his name and his voice. Организация рабочих процессов, организация сбыта, организация поставки прекурсоров и так далее. Я скорее как звено такое, контролирующее работу химиков и контролирующее цепь сбыта, контролирующее там перевозки и так далее. Ну, примерно как-то так. Как ты живешь? Живу не то, что богато. Ну, хожу по ресторанам, пью. Ты учишься? Да, я еще учусь на программиста. Совмещаешь учебу и работу, то есть? Ну да, ну офигенное прикрытие, никто ко мне не придет и так далее. While we were talking, Dan got a call. One of his people in Russia needed advice.
Да, бромирование говорю, самое тяжелое. Да, самая первая стадия, самая такая типа сложная. Да, я понял, да, самая тяжелая, дальше легче. Я говорю, чай сейчас попьем, да начинать потихоньку будем. Понял, брат, давай добро. Тут ветер как еб... Я думаю, тут дым-то сразу улетучится. Там дыма не будет, братан, там запахи будут, газы. Сябин, а кто это был такой? Химик. А что, он до этого не варил? Да, у него это первый раз. Но у его напарника нет. А еще у него химическое образование. Да ладно. Да. А еще он лудоман. Почему ты занимаешься мефом? Потому что меф, он самый простой в синтезе, его больше всего употребляют. А молодежь в России будет его нюхать, пока он не закончится. Когда он закончится, они пойдут и купят еще. Или пойдут на следующий день в школу, универ, детский садик, я не знаю. The basic chemicals used to make synthetic drugs are called precursors. Dan smuggles precursors to Russia from China. My search turned to Chinese companies. One of them is called Marvel Bio. 2 of its top executives were convicted in America for supplying fentanyl precursors. After its representatives were arrested, Marvel advertised on the Russian market, offering deals on methadone precursors. I messaged them, posing as a buyer. I asked them to send me proof they were able to supply the chemicals. From this, I was able to establish the route they take and the warehouse they use in Moscow. Видно, что это промышленное производство. Ну, в России я не видел таких штук. Это, скорее всего, это китайские поставки. Вот опять эти боченьки. А вот в бочках, да, вот лежит сверток. Да, вот такой вот порошок, ничем не примечательный, белый, он немножко комкуется. When Rinat Kuramshin served in the Russian drug police, his area of expertise was international drug trafficking. Мы не можем говорить наркопреступность в России. Надо всегда иметь в виду, что это наркопреступность мира. Наркотики спокойно перетекают из одного региона в другой регион. Ну вот смотрите, да, есть Китай, большая азиатская республика Дальнего Востока. Есть Россия. То есть можно привезти сюда. В Китае очень сильно развито химическое производство, поэтому там производятся не только какие-то общеизвестные химические вещества, но в том числе и прекурсоры для наркотических средств. Пропускные пункты между Китаем и Россией, они все известны и подконтрольны. Везти опасно. Они возят это все дело в Казахстан, поскольку Россия, Казахстан, Беларусь, здесь небольшую возьмем еще. Это все территория Евразес, единая таможенная зона, границы между Россией и Казахстаном фактически нет. Поэтому через эти пункты потихонечку, ручейками, эта партия расходится. As proof they can deliver, a Marvel buyer sent me tracking numbers of one of their shipments. It left Guangzhou in China, cleared customs in Horgoz, Kazakhstan, and then went to Moscow in Russia. Можно подменить на что угодно, от парфюмерии там, до вещей, необходимых в синтезе для бензина, например. Мы ввозили как, до того, как канал, мы ввозили это как пестициды. Правильно ли я понимаю, что они вот условно, бочка с прекурсорами едет вместе с китайскими товарами, с кроссовками? Да. Ну, а что рассказывать? Находятся абсолютно легальные логисты. Так, и что еще в этой фуре едет? В этой фуре может ехать абсолютно что угодно. От кроссовок там до вибраторов, блин. Ну и приезжаешь условно в какой-то хозяйственный склад, там типа Южных Ворот. Там всю эту херню разгрузят. The Yuzhные Vorota, or Southern Gates Market, is known as a hub for shady customs clearance. It's one of the few endpoints for goods from China and Kazakhstan near Moscow. I infiltrated the chat of drug dealers and wholesalers. In January 2024, they were talking about recent arrests. They are cracking down on Yuzhные Vorota again. 2 more guys got caught picking up the cargo. The factory I spoke with
also sent me this photo as a cargo pickup point. I searched for it using online panoramas. On the left screen is the image from the Chinese factory. On the right, Yandex Street View. In both, I found the same roof, the same vertical yellow cladding, same layout of doors and windows, and the same sign offering warehouse space for rent. It's in Южные ворота. Казахстан, например. Ну, смотрите по номерам, да? Откуда? Казахстан, 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 Казахстан. Как правило, такие партии, они попадают на рынке. Именно вот на рынке, как бы это было бы ни странно, вроде бы там большой поток народа, много человек. Каждый такой рынок – это город внутри города, который в нем существует еще своя какая-то ячейка, свое руководство, свое правительство, теневое, грубо говоря, да, которое не подвластно официальной власти. Среди всего этого массива грузов, среди всех вот этих коробок, может быть действительно только одна быть. Она спрятана в большом массиве легального груза. Поэтому это как бы бездонная яма, где может быть спрятано все, что угодно. От элитного автомобиля до тонны героина, грубо говоря, или мефедрона. After the chemicals have been safely delivered to the warehouse, they are picked up and hidden, usually outdoors. Dan sent me these photos to show how he tells his people where to find the hidden barrels. Когда вот к тебе человек приходит за дозой снова и снова и снова, ты не ощущаешь свою ответственность в том, что ты ему продаешь? Нет, нет. А я испытываю радость. Иллюзия, по факту, для некоторых лучше, чем реальность. То есть ты, условно, считаешь себя, ну, как бы на одной линии с продавцом там сигарет? Да, конечно. Алкоголь довольно тоже деструктивное вещество. Ну да, у меня батя спивался. И ты сейчас выступаешь как бы спонсором зависимости для других людей. Ты не видишь здесь противоречий? Вообще нет. Почему? Ну, потому что тогда зарабатывали алкогольные компании, а сейчас зарабатываю я. Я половину не помню, что было. Вообще, на самом деле, мне такое есть нельзя. Надо что-то в рот закинуть. Да, я это тоже. Закинуть в рот. Копейка матери была. Ты думал когда-нибудь о том, что тебе нужно прекратить употреблять? Чего мне нужно? Прекратить употреблять. Ну да. Само собой. Не, сейчас у меня вот началась стадия принятия, говорит. Ну просто... Принят? Да ну, это самоотключение. Блин, это такая квартира, получается, прокуренная. Ну вот потолки же, они же белые были, теперь желтые. Я говорю, все ведутся на то, что, блин, тусовка, вау, мы сейчас там накуримся или нанюхаемся. Там будет все классно, ну а по итогу ты сидишь, у тебя голые стены, один матрас и шприц один на 5 человек. Ну, вот так оно заканчивается. Когда мы его первого парня посадили, вот который мне открыл как раз мефедрон, наркотики, вот это все, вот такой кризис начался. А теперь нужны деньги. Нужны деньги на опять этот мефедрон. Ну, я приводила девочек к мужчине, ну, с которым сама спала, да, за мефедрон, за деньги. И он мне за это давал либо больше мефедрона, ну, как бонус такой, либо больше денег, которые я потом тратила опять на мефедрон, естественно. Вот, это уже как игра была, как азарт. Нашел в Телеграме, у меня даже такое, как псевдоанкетирование было, типа, а сколько лет? А в каком классе учишься? А ты хорошо учишься? А кем работают твои родители?
А сколько он тебе платил за это? Ну, от 10 до 30, смотря что делаешь. Мне было 15 лет, а до меня была девочка 13 лет, была там 14 лет. Ну, им нужны были школьницы. Да, там с некоторыми подружками, ну, мамы наши там знакомые, да. Мамы дружат, а я там подхожу, да, и говорю: слушай, ну, не хочешь перепихнуться? Все, мне кажется, я готова. У меня есть две Оли. Есть Оля, которая хочет это все бросить, которая такая умная, там, я хочу работать, я там вот будущее, да, там. И есть Оля, которая вот хихи-ха-ха. Мне 15 лет, я наркоманка, и у меня все тип-топ. Я колюсь, и со мной мои братки, ну, и все. Мефедрон – это довольно, как мы знаем, аддиктивный наркотик. Куча людей на нем сидят. Вот. Осознаешь ли ты как бы к этому причастность, к тому, что это вещество разрушает жизни многих людей? Я вообще не причастен, честно. Наркоманы сами виноваты в том, что они поддаются на свою слабость. Но в их силах перестать употреблять. Ну, смотри, в их силах, ты говоришь, в их силах перестать употреблять, но сам Да. ты пытался перестать синтезировать и не смог, то есть это не было в твоих силах. Да, потому что я тоже слабый человек на самом деле. М? Да, потому что я тоже слабый человек на самом деле. В чем это выражается? В том, что я не смог побороть внутреннего себя и тоже, как наркоман, вернулся и продолжил синтезировать наркотики и продавать их людям. Сначала все идут туда из-за денег. Всех завлекают деньгами. А когда они приходят, они уже не могут выйти из-за эмоциональной зависимости. Постоянный адреналин. От него люди тоже зависят. In the summer of 2023, Maxim was arrested, but he kept in touch. He even managed to film a few seconds in the police station. И вот, когда мой ребенок уже был в СИЗО, я зашла в магазин, чтобы купить ему футболки. А рядом со мной стоял парень, который выбирал себе костюм. Но я понимаю, что от него пахнет мефом. Я понимаю, что передо мной стоит варщик. И мне очень хотелось подойти к нему и рассказать судьбу моего сына. И я понимала, что в его глазах сейчас столько денег светится, что мои просьбы как матери какого-то чужого ребенка не принесут никакой пользы, это его не остановит абсолютно. When Maxim was released pending trial, we were able to talk to him. Чувствую. Да ничего, если честно, я не чувствую. Я бы когда-нибудь все равно сел. Ну, все мы знаем, на что идем. Все мы знаем сроки. Ну, первые 3 месяца очень сильно скучаешь по свободе. Потом привыкаешь. Шутки у окна, там люди ходят, машины ездят. Ну, какая-то скука есть внутри души. One sure way out for Max was to volunteer to go to Ukraine. Расскажи, что ты считаешь вообще тебя ждет? В будущем что меня ждет? Меня ждет приговор. Суд. Я в любом случае поеду на СВО. Повоюю, так сказать, за Россию. Надеюсь, доживу. Получу амнистирование. И, наконец-то, выйду из тюрьмы. Буду свободным человеком. То есть ты готов идти убивать других людей? Вот это я хотела уточнить. Я не готов сидеть в тюрьме 12,5 лет. Поняла. Я была против СВО. Он говорит: мам, ты же прекрасно понимаешь, что я натворил, просидев много лет в тюрьме, я никогда не выйду человеком. У меня не будет шанса начать жизнь заново. А здесь я вернусь через год и, возможно, даже с наградами.
11 июля он подписал контракт, и 14 июля он уже был в Мариуполе. Последний раз я разговаривала с ним 1 августа, когда он сказал, что «мам, я стартую». Все, это были его последние слова, которые я слышала. Before he left for Ukraine, Maxim sent me his diaries. He texted me, checking if I safely had them in my hands, and the next day he cut off all contact with me. I read them, knowing that he was missing in action in Ukraine. To this day, I'm bothered by their smell. They stink of cigarette smoke and a crowded prison cell. His mother read them for the first time when we filmed her. Потерянное поколение 20 века. Мы не знали, что делать. Вокруг обман. Будет ли у меня шанс? Я чертовски влип. Я подвел свою семью, я подвел свою мать, я подвел свою сестру, я подвел всех. Я говорил, что хуже уже не будет, но это было не так. Сейчас его же Витя зовут или как? Да, я героин покупаю. Наркотики это все жрет. Это поначалу типа кажется, о, круто-круто. И такой крючок, который тянет. Это тяжело передвигаться, как будто бы давит что-то. Такой пш, и вот как будто бы меня вниз давит. 6 months after we've met, Oля moved on to heroin. I asked a specialist in addiction if I could help her. She told me there was nothing we could do until and unless Oля herself wanted to quit. Мы все вместе будем ширять или кто-то будет смотреть, облизывать. А, кстати, а у вас есть эти баяны? У меня 2 чистых. Я взяла тебе и себе чистые. О, давайте чистое. Федя, нам, кстати, воду надо. Я куплю. Я не знаю почему, но у меня почему-то ощущение, что я нужна всем из-за героина. Типа, когда у меня нет героина, мне вон только Вика пишет, ну и Федя пишет, ну Влад тоже иногда. Но сейчас почему-то мне кажется, что я никому не нужна. Что, реально грустно очень. Что, по-моему, осознавать начну. Хватит ныть! Я просто хочу кого-то. Пробую туда. Там лежит закладка. Погнали до пазика. Пойдемте в подъезд. Это тебе. Меня больше нету. Он реально пахнет. Здесь у меня тут бога была. Ты можешь не дергаться? Я не дергаюсь, блядь. Нам по 0,3. Нам по 0,6. Вам по 0,6, нам по 0,3. Фильм о грустном, почему нам весело? Я тоже боюсь, но мне как-то... Перебать, это маленький быстро. Давай я поставлюсь и тебе дам свою иглу. Понял? Зачем? Ну и пробую сейчас. Все в крови. Это ужас. Чем? Сейчас я чувствую себя намного лучше. Прям поправила. И круто. Сейчас я еще зальюсь алкоголем, чтобы вообще ультануться. А потом поеду еще за одной закладкой, потому что на утро я проснусь, и я не выживу. Стоп. Не пугайся. Это мне неплохо. Все. Давай сюда пошли. Oля was arrested in November 2024. She was sentenced to 6 years in prison for intent to supply narcotics.
At the time this film was finished, 10 months had passed since Maxim disappeared in Ukraine. Dan now oversees a big lab capable of producing meth at an industrial scale.